Привет, друзья! Это невероятно. Контракты заморожены, переговоры вообще сорваны. Вашингтон в ярости. Сразу несколько американских оборонных компаний получили неожиданное уведомление от Берлина. Проекты приостанавливаются без объяснений, без обсуждений. Как пишут немецкие деловые издания, речь идет о системной паузе в сотрудничестве, которая ранее казалась невозможной. По данным инсайдеров из Минэкономики ФРГ, в правительстве Фридриха Мерца начался внутренний аудит влияния Соединенных Штатов Америки на ключевые отрасли. Одна из целей – выявить, где именно Германия утратила контроль над своими стратегическими решениями. Некоторые документы уже представлены в закрытом порядке Бундестаг, и, как утверждают источники, результаты шокировали даже скептиков. Мерц лично одобрил отказ от дальнейшей координации с Соединенными Штатами Америки по закупкам вооружений. Это особенно касается американских платформ, которые ранее проталкивались в рамках трансатлантической лояльности. Как сообщают источники, близкие к переговорам, новая директива – это отдавать приоритет национальным и европейским производителям, а также искать партнеров вне англосаксского блока. Из-за океана уже последовала первая волна давления. Один из сотрудников Госдепартамента, пожелавший остаться неназванным, назвал это самым опасным разворотом Берлина за последние 20 лет. По его словам, Мерц якобы играет с огнем, подрывая хрупкое равновесие в НАТО. Однако в Германии все выглядит совершенно иначе. В кулуарах обсуждают новую стратегическую автономию, а министры, еще недавно говорившие о необходимости следовать общей западной линии, внезапно заговорили о приоритетах нацбезопасности, суверенитета и переориентации. Об этом говорится и в документе, попавшем в прессу, где подчеркивается, Германия не может продолжать полагаться на внешние державы в вопросах обороны и промышленной политики. Один из подписантов документа – представитель ХДС, близкий к Фридриху Мерцу. Атмосфера резко изменилась, Берлин больше не демонстрирует привычную вежливую осторожность, все чаще звучит фраза «Америка партнер, но не надзиратель». И судя по реакции Вашингтона, это уже не игра в символы, это политическая атака. А теперь о том, о чем молчали в новостях. В апреле в Берлине прошла встреча, о которой не было ни одной официальной публикации, ни фото, ни заявления. Лишь спустя несколько недель стало известно, в закрытом зале одного из правительственных комплексов столицы собрались ведущие оборонные советники кабинета Фридриха Мерца. Как сообщают источники, близких к политическим кругам, на повестке дня стоял вопрос, который может изменить расстановку сил в Европе. Частичный выход Германии из соглашения по военной логистике с Соединенными Штатами Америки. По данным инсайдеров из немецких деловых СМИ, встреча прошла в режиме строгой конфиденциальности. Несколько дипломатов, получивших приглашение, отказались давать какие-либо комментарии после мероприятия. Один из них, как утверждает авторитетное издание, назвал момент точкой невозврата и добавил: «Это был момент истины, мы впервые обсуждали независимость всерьез, а не на бумаге». По внутренним документам, доступ к которым частично получили журналисты, на совещании рассматривались сценарии полной переориентации обороны и промышленности ФРГ. В частности, шла речь о создании совместных производств и научных центров с участием Польши, Чехии и Венгрии. Этот возможный союз может стать альтернативой прежней зависимости от американских технологий и контрактов. Официальные лица пока в режиме молчания, однако по косвенным признакам становится ясно, нечто масштабное назревает. Как сообщают немецкие политические обозреватели, сразу несколько оборонных подрядов с Соединенными Штатами Америки были поставлены на паузу без объяснений. Некоторые из них с многолетними обязательствами. Более того, как утверждает источник, знакомый с ходом консультаций, обсуждается возможность перераспределения военных объектов, ранее используемых в рамках совместных операций с Соединенными Штатами Америки и НАТО. Речь идет не только о логистике, но и об инфраструктуре, связанной с хранением техники и материалов. Это уже не осторожные шаги, это демонстрация нового курса. Об этом же говорит и внутренняя записка, выдержки из которой были опубликованы в одном из немецких изданий. В документе подчеркивается, Германия нуждается в способности принимать суверенные решения без оглядки на внешние договоренности, если они противоречат национальным интересам. И хотя текст не содержит прямых обвинений в адрес Соединенных Штатов Америки, его тональность говорит сама за себя. Но
На фоне молчания официальных структур происходящее вызывает растущий интерес у прессы и аналитиков. В кулуарах Бундестага уже говорят о втором Брексите, но не экономическом, а именно оборонном. А то, что происходит дальше, больше не теория. Пока Берлин меняет курс, в Варшаве начинается своя политическая буря. Польское правительство, как сообщают крупные национальные СМИ, вышло на открытый конфликт с Брюсселем. Вопреки правилам Европейского Союза в стране утверждаются законы, не прошедшие согласование с Еврокомиссией. Речь идет не о частных инициативах, а о глобальных решениях по миграционной политике, судебной системе и экономическим субсидиям, которые традиционно были жестко привязаны к европейским нормам. Как утверждают источники, близкие к парламенту, на закрытых совещаниях все чаще звучит формулировка: Польша должна вести себя как суверенное государство, а не как провинция под управлением из Брюсселя. Более того, в прессу попали выдержки из внутреннего доклада, где четко говорится, Европейский Союз не имеет права диктовать странам-членам внутреннюю политику, особенно в условиях внешних угроз. По данным инсайдеров из дипломатических кругов между Варшавой и Брюсселем в последние недели резко участились конфликты. В одном из закрытых писем, направленных представителями Европейского Союза в польский МИД, прямо указывается на систематическое нарушение европейских норм. Ответ польской стороны, по информации журналистов, был резким. Нас не пугали в 20 веке, не получится и сейчас. Еврокомиссия пока ограничивается расплывчатыми угрозами о юридических последствиях, но Польша настроена решительно. Польские чиновники уже в открытую ссылаются на действия Германии, заявляя, что если Берлин начал путь к независимости, Варшава не останется в стороне. Как пишут польские обозреватели, в коридорах власти обсуждается идея создания регионального блока стран, которые будут сотрудничать без посредничества Брюсселя. Один из депутатов назвал это первым шагом к новой Европе от Ла-Манша до Карпат, но без диктата евробюрократии. Внутри ЕС нарастает тревога. Польша не просто страна-член, а важнейшее звено восточного фланга. Ее отказ спрашивать разрешение может запустить необратимый политический эффект домино. И вот тут уже не до шуток. Европа может столкнуться с политическим землетрясением. Как сообщают источники, близких к дипломатическим переговорам, Польша, Венгрия, Чехия и частично Словакия ведут закрытые консультации по созданию Восточноевропейского альянса. Формально все в рамках Евросоюза, но по сути это зачатки нового политического полюса. Об этом говорится в черновом докладе, подготовленном одним из аналитических центров в Варшаве, который оказался в распоряжении ряда журналистов. В документе прямо указывается, нынешние структуры ЕС не отвечают интересам государств Восточной Европы. Особенно остро поднимаются темы миграции, энергетической зависимости и перераспределения фондов. По данным инсайдера, переговоры уже вышли за рамки деклараций. Один из участников дипломатических каналов в Праге утверждает, что обсуждается совместное заявление о праве на региональное самоопределение в рамках Европейского Союза. Это формулировка, которая еще несколько лет казалась невозможной. В политических кругах Брюсселя нарастает тревога. По информации от европейских журналистов в закрытых отчетах ЕС такие настроения называют, внимание, системной угрозой Союзу изнутри. Но лидеры Восточной Европы пока не собираются тормозить. Напротив, на фоне изменения курса Германии и ослабления влияния Вашингтона, восточный фланг чувствует уверенность. Премьер-министр Венгрии уже намекал в интервью о необходимости нового центра принятия решений, не зависящих от Берлина и Парижа. Чехия осторожнее в формулировках, но тоже заявляет о праве национальных приоритетов. А Польша и вовсе, как пишут региональные издания, готовит серию внешнеполитических шагов, которые будут координироваться не с Европейского Союза, а с ближайшими восточными союзниками. В кулуарах все чаще звучит новая формула «Евросоюз 2.0» без диктата и двойных стандартов. Что же делает в это время Франция? Сейчас расскажу. Как сообщают источники, близкие к переговорам в Елисейском дворце, отношения между Парижем и Берлином достигли точки замерзания. Эммануэль Макрон якобы в приватных беседах говорит, что Фридрих Мерц идет на разрыв с духом европейского единства. Один из советников президента Франции, по данным французской прессы, заявил: Берлин больше не партнер, он действует в одиночку. С момента прихода Мерца к власти Германия резко изменила свою риторику. Франция пытается сохранить общий фронт, но Берлин все чаще выходит за рамки согласованных решений, будь то по миграции, обороне или той же энергетике.
В кулуарах Европарламента это называют немецким поворотом, который лишает Париж рычагов влияния. Из канцелярии Мерца, сообщают инсайдеры, поступил четкий сигнал. Берлин не будет подстраиваться под французские интересы, национальный приоритет выше политических договоренностей теперь уже не скрывает. Германия и Франция больше не команда. Это начало нового этапа холодной конкуренции. Если вам понравился мой рассказ, ставьте лайк, подписывайтесь, делитесь этим видео. Спасибо за просмотр.